Всем привет! Сегодня у нас будет на обзоре относительно новая рамка от SpeedyBee B25. Это вупчик в размере 2,5 дюйма. И рамка-то хоть и относительно не так давно появилась в продаже, но вуп на этой раме они продавали уже достаточно давно. Почему они сразу не начали продавать рамку, неизвестно. Я давно хотел посмотреть на эту рамку. В принципе, с того момента, как я увидел этот вуп. И вот, наконец-таки, мне представилась такая возможность. Я увидел, что она начала продаваться отдельно. При этом при относительно небольшой стоимости, если я правильно помню, что-то в районе $35 за Pro-версию этой рамки с ледом и улучшенным бэком. Поэтому, естественно, я ее сразу же приобрел. Вот она до меня доехала. И мне прям очень интересно, что же получится на ней собрать. Поехали на стол, а там разберемся. Ну и давайте смотреть в первую очередь, что же у нас приходит по комплектации. Я всегда хвалил SpeedyBee за то, что у них отличные мануалы. Мануал, наверное, и сейчас неплохой, но тем не менее они перестали класть бумажные. Наверное, это в целях экономии деревьев. Стали давать ссылки на электронные. Окей. Рама наша прошла их внутреннюю сертификацию 24.12.24. Отлично, я рад, что она сертифицирована. Карбоновая пластинка. Могу сказать, что в принципе она достаточно твердая. Две отверточки, забрендированных под SpeedyBee. Отвертка крестовая и шестигранник. Полезная штука. Не знаю, насколько она вам нужна, но если вы собираете свой первый дрон, и у вас вообще ничего нет, то, возможно, да, отвертка хорошо. У нас есть еще пакетик с какой-то мелочью. Два стрэпа. Я не прав. Один стрэп и одна резинка. Две антенки. Это на замену стандартной антенны O3. Защита проводов. Если кто-то ее использует, я стараюсь обходиться без пластиковой, по крайней мере, защиты на провода. Щечки для держания камеры O3. Две каких-то пластинки. Резинка для того, чтобы держалась наша батка. Отлично. Сюда, наверное, стоят как раз эти антенки. То есть что-то еще тоже для рамы. Сам модуль, это одна из особенностей данной рамы, что модуль O3 у нас становится в отдельном съемном модуле. Нам надо его просто установить в раму, защелкнуть, подключить провод и защелкнуть. Потом мы можем точно так же его снять, поменять на другой. Не знаю, зачем это особенно может пригодиться. Ну, например, если у вас есть Moonlight и O3. Вы сейчас вот полетали на O3, потом выщелкнули этот модуль, взяли второй модуль с Moonlight, поставили, полетели. Если кому-то лень менять SD-карточки, он может менять модуль O3, тоже хороший вариант. В памяти там, по-моему, 20 гигабайт. Вот, 20 гигабайт отсняли, пролетели, сняли O3, поставили следующую. Хорошо, ладно, шутки в сторону, что у нас еще есть. Вот что мне всегда нравится в SpeedyBee, это то, что у них все подписано. Мы прекрасно знаем, куда. Вот, например, для мотор маунтинг, монтирование камеры, карбоновые пластины, GPS. Ну, в общем, все подписано, что куда есть. Провода, так я понимаю, для подключения питания. Удлинитель, скорее всего, для USB. Какая-то пластинка непонятная, надо смотреть будет в инструкции. LED-лента, которая входит в Pro комплект. Крышка для GPS-модуля. Да, GPS-модуль здесь есть штатный. Кто-то меня спрашивал, есть ли у нее GPS. Да. И бэк, который отдельно нам накидывает какие-то суммы, какие-то доллары за Pro-версию. Что у нас здесь есть? Вот у нас как раз-таки, я так понимаю, выход на хвост USB, до которого нам будет легко добираться. Здесь же распаянный XT30 коннектор. Сюда, я так понимаю, что-то у нас подключается как раз таки от полетного контроллера. И, судя по всему, вот этот чип для Bluetooth. Мы же можем этой лентой управлять через приложение, так что по-любому Bluetooth здесь нужен. Еще у нас в комплекте есть мой любимый конденсатор, какие-то еще проводочки и термоусадка для этого самого конденсатора, чтобы посадить ее на ножки. То есть комплект, начиная от отверток и заканчивая термоусадкой, получается вообще полный. Ну и сами дакты. Дакты с острыми относительно, кстати, краями. Пластик с металлическими закладными. 31,6 грамма. Ну, в общем-то, можно на этом, наверное, приступать к сборке. И, возможно, это не самый ожидаемый поворот сюжета, но я решил, что просто рассказать о комплектации того, что приходит к нам в коробке, будет не очень интересно и, главное, не очень информативно. Поэтому, в первую очередь, я предпочел собрать эту раму, собрать на этой раме дрон, полетать на нем, посмотреть, что здесь хорошо, что здесь плохо, и уже дальше продолжить разговор об раме B25. И, кстати, если бы я этого не сделал, я бы не смог сказать про несколько моментов, которые все-таки я нашел. Ну а пока я заканчиваю сборку, напоминаю вам о важности подписки на канал, а также о ценности ваших комментариев и лайков. Поэтому, если вы еще не подписаны, буду рад, если подпишетесь, оставите комментарий и поставите лайк. Ну а на данном этапе дрон я уже собрал, сделал на нем даже несколько тестовых вылетов. Есть у меня уже какое-то впечатление об этой раме, и давайте уже я начну про нее говорить более детально. Переходим к детальному обзору этой рамы.
рамы по тому, как она собирается, потому что она из себя представляет. И первое, что вы можете заметить, что в отличие от изначальной сборки, здесь у нас не их резинка, а уже установлен полноценный стрэп. Почему? Давайте я покажу это все дело уже более подробно. Итак, почему нам приходится использовать не резинку, которая идет в комплекте, а стрэп? Потому что батарейку поместить продольно у вас практически не получится. Расстояние... Дайте я возьму какую-нибудь указку. Расстояние между краем О3 модуля и выходом XT30 не очень большое. Например, батарейка 750 лиховешка от Flywoo сюда не встает. Как видите, она упирается либо в О3, либо в XT30. Если кому-то интересны цифры, то давайте на них посмотрим. Получается, у нас между модулем и XT30 примерно 64 миллиметра. То есть, это то расстояние, которое вы можете рассчитывать. Естественно, вам нужен еще небольшой запас для того, чтобы протянуть кабель. Вот, например, батарейка Airline 850 сюда встает, но с некоторым трудом. Для того, чтобы здесь протянуть кабель и чтобы он не пытался вылезти из XT30, будут некоторые проблемы. Точно такая ситуация с флайвушкой или HV900. Но в любом случае имейте в виду, поэтому, скорее всего, если вы, например, соберетесь летать на каких-то батарейках, которые больше габаритов, вам придется развернуть крепление, сделать его поперечным, а не продольным, и вам потребуется спаять вот такой переходничок XT30 для того, чтобы можно было нормально подключаться. Это первый момент, который я нашел. Что я могу сказать по самой раме, по самим дактам? Во-первых, сборка этой рамы относительно несложная. Тот же самый 35-й вупчик от них собирается в разы сложнее. Этот собирается относительно просто за счет, в первую очередь, конечно, своей модульности. Что по дактам? Дакты, в отличие от того же 35-го, стали тоньше, стали легче, но пластик остался все тот же самый, твердый достаточно. Поэтому я, честно говоря, не уверен, что этот пластик хорошо отыграет какие-то удары на большой скорости. Кстати, почему на большой скорости? Я его собрал, недолго думая, на тех же компонентах, как они собирают свой B25 квадрик на этой же раме. И для него оказалась практически минимальная скорость, на которую он нормально летает. Это где-то 35-40 км в час. Достаточно быстрый получается квадрик. Это, естественно, зависит от того подбора компонентов, которые вы будете использовать. Как я говорю, что я собрал на тех компонентах, на которых собирается MSPDB этот дрон. И этот вупчик получается очень быстрый, очень шустрый. И это получается, на мой взгляд, слишком быстро и слишком шустро для синевупа. Ему бы быть чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть более предсказуемый. Что еще не совсем имеет отношение к данной раме, а именно к подбору текущему рамы, моторы и пропеллеры. Этот вуп шумит достаточно громко. При этом это не то, чтобы шум, это высокочастотный шум. То есть, он режет ухо при взлете. Вот сейчас я дам небольшой кусочек. Берегите уши, если у вас достаточно громко выставлен звук, сделайте его потише, потому что высокочастотный звук реально режет уши. Для того, чтобы понимали, я его даю, немножко дам на него шумодав, чтобы опять-таки вам не портить слух. Но когда вы взлетаете на нем, например, в помещении, этот звук вам бьет по ушам и никуда от него не деться. На улице, как только вы чуть-чуть от себя отлетаете, вы перестаете его слышать. Он не умирает после приклада. Я просто сейчас... я 4 месяца летал только в симуляторе, короче. Но, тем не менее, такая особенность опять-таки у него есть. Это все решается подбором наверняка моторов с другим KV, с другим размером. Это все решается подбором пропов. Например, может быть, на двушках он будет звучать потише. Но, опять-таки, в той комплектации, как он у меня на данный момент есть, звук у него неприятный при взлете. И это тоже будем считать особенностью данной рамы.
Едем дальше. Как видите, у меня здесь торчат две антенны. Это мой колхоз, то есть это изначально не должно так выглядеть. Для того, чтобы посадить приемник и его антенну, у них все рассчитано. Но все рассчитано под достаточно жестко заданные размеры. Давайте уже на самом деле приступим к обратной процедуре. Я начну показывать, как он разбирается, начну показывать, что он из себя представляет, как именно модульный вупчик, и параллельно буду рассказывать о каких-то моментах. Во-первых, я не знаю, что мне пришло в голову, что я думал, что модуль О3 защелкивается. Модуль О3 не защелкивается, он крепится на 4 болтах. Опять-таки, несложно вставляется, несложно вынимается, но тем не менее крепится на болтах. Кстати, вот такое расположение модуля видеосистемы, в данном случае О3, также у них есть уже маунты под О4. С одной стороны, достаточно непривычно. С другой стороны, мы имеем обдув воздухом. Вот здесь у нас имеются воздухозаборники. По идее, он должен у нас охлаждаться лучше, чем обычно. И с учетом того, что О3 модули, да в общем-то О4 модули то же самое, да и все видеомодули на тех самых кристаллах имеют примерно одинаковую проблему. У них достаточно хрупкий их чип один, и никуда от этого не деваться. И при жесткой посадке у вас бывают ситуации, когда вы этот чип разбиваете случайно, то по идее я не очень специалист в физике в данном вопросе, но предполагаю, что при посадке вот таким способом мы не передадим достаточно большое количество энергии на этот модуль, чтобы он треснул внутри. По крайней мере, когда мы его бьем плашмя, он трескается. Я надеюсь, что когда мы будем его бить вот в таком положении, он не треснет. Камера здесь защищена относительно нормально. Немножко торчит она здесь за пределами рамы при таком угле. Если угол делать поменьше, может быть, она вообще не будет выступать. Но в любом случае, опять-таки напоминаю, что он летает достаточно шустро, и меньший угол вам будет не очень комфортен. В принципе, по защите видеомодуля, я думаю, здесь относительно все прилично. То есть никаких особых проблем вы с этим делом испытать не должны. По крайней мере, больших проблем, чем вы могли бы испытать при стандартном расположении модулей. Итак, вот так выглядит наш О3 модуль, который мы снимаем. Откручиваем 4 болта. Остается у нас кабель, который мы аккуратненько вынимаем. И вот у нас наш видеомодуль, модуль нашей видеосистемы снят. Как видите, сам он продуман достаточно хорошо. Как мы видели, у нас уже здесь есть воздухозаборники, у нас есть мягкие щечки для того, чтобы снижать вибрацию. Ну и сам по себе вот он так выглядит достаточно компактно. Не знаю, не могу предположить, в какой ситуации вам требуется снятие этого модуля вот так вот отдельно, но, по крайней мере, как я уже сказал, за счет этой модульности раму собирать становится гораздо проще. То есть, вот мы собрали модуль О3, ну, опять-таки, модуль видеосистемы, мы его собрали, отдельно подключили. Точно так же мы вот его сейчас сняли, отдельно отключили. Следующее удобство этой рамы, это как раз вот та пластинка, которую я изначально не понял, зачем она нам нужна. Вот эта пластинка, она на самом деле закрывает снизу нам брюхо квадрика. И под ней у нас располагается доступ к полетному контроллеру и ко всей нашей начинке. Снимаем ее. Опять-таки это пластик. Пластик жесткий. При неудачной, например, посадке на какой-то острый камень, естественно, вы можете его пробить. Но мы не будем рассматривать варианты жестких посадок, поскольку при жестких посадках тут уже, что называется, как повезет. И, в принципе, как и пятерку, так и любой другой квадрик вы можете повредить. Ну вот мы открутили 4 болта. На тех самых 4 болтах это крепится у нас пластинка. Давайте я уже откушу стяжки, потому что, опять-таки, на моменте сборки у меня не было нормального модуля ELRS. У меня был только Diversity модуль, который чуть крупнее обычных и чуть крупнее, чем тот же самый TBS, поэтому он не встал в рассчитанное для него место, в том числе и антенны. Поэтому антенны я протянул вот таким вот образом. Кстати, неплохое оказалось положение, хотя на самом деле вот такое расположение антенн является самым неправильным для Diversity модулей. И вот что мы имеем по этой пластинке. На ней, как я уже сказал, предусмотрено, давайте снимаю каптон, он нам больше не нужен. На данной пластинке имеется предназначенное место для того, чтобы разместить модуль приемника, но поскольку данная пластинка является достаточно
сделана из достаточно жесткого пластика. Эти крепежи никаким образом не двигаются, поэтому они, считайте, жестко зафиксированы, и не каждый приемник сюда встанет. Например, ТБСный приемник сюда встанет нормально. Я так понимаю, под него это в первую очередь и рассчитывалось. Ну, естественно, еще в термоусадке, поэтому здесь он не будет так болтаться. Сюда он влезает вполне себе хорошо. Надеюсь, не слишком сильно это все бликует, все, надеюсь, это видно. Также, предполагаю, сюда нормально влезет и их приемник ELRS, который они продают с PDB, но тот же самый, например, достаточно популярный Happy модуль EP1 уже здесь будет опять-таки болтаться. Естественно, в термоусадке ему будет здесь получше, то есть он уже не так будет гулять туда-сюда. То, что мало, немного в данном случае, это хорошо. А вот, например, у меня имеется модуль от радиомастера, с Diversity антенны, Diversity модуль от радиомастера. И вот он уже сюда не подходит никаким образом. Он слишком крупный для этого. Давайте я сниму антенны, чтобы было проще. Сниму двухсторонний скотч. Вот у меня имеется модуль Diversity от тех же самых, по-моему, радиомастеров, да. И вот он сюда уже не встает. Естественно, он сюда не встает ни в чистом виде, ни с термоусадкой. Поэтому рассчитывайте на то, что вам, может быть, потребуется, вот так же, как я, использовать двухсторонний скотч. Вот здесь у нас рассчитано подкрепление ELRS-ной антенны. Вот так вот как-то сюда мы должны ее продеть. Вот в эти отверстия. Но, опять-таки, не каждая антенна сюда проденется. Вот стандартная антенна от Happy модулей вставляться сюда не хочет. Естественно, такая антенна тоже сюда не встанет, особенно без съемных этих. Вот какая-то еще антенна, не знаю уже от кого, просто ниточка, по идее, должна сюда встать более-менее нормально. Да, вот она сюда встает. Вот так мы ее вставляем. Примерно как-то вот так вот, я так понимаю, предполагается, что мы располагаем нашу ELRS антенну. Соответственно, здесь у нас где-то расположен приемник, на который мы эту антенну и крепим. ТБСная антенна, естественно, выходит здесь без проблем. Ну, 900-я на самом деле антенна, в ELRS 900-я антенна тоже есть. Она тоже сюда прекрасно встанет. Окей, сняли мы эту нижнюю панельку. В результате у нас появился доступ к нашему полетному контроллеру. Мы можем при необходимости заменить наш приемник. Мы можем что-то еще припаять, отпаять. И благодаря этому мы можем поменять, как будут у нас расположены наши держатели для батарейки. Потому что два винта вы можете снять, не откручивая эту пластину нижнюю, а два винта вот спрятали здесь под нижней пластинкой. Тут следует быть осторожным. Тут проходят как раз таки кабели от моторов. Поэтому, когда будете закручивать обратно, случайно не прижмите ваш кабель. Что еще про нее можно сказать? Как я уже говорил, верхняя карбоновая ее рама достаточно плотная. Если опять-таки кому-то интересны цифры, я могу их назвать. Это 2,3 мм толщина карбона мне показывает, ну где-то в этом, наверное, диапазоне. Для квадрика пушера на нее особо больших нагрузок приходиться не должно, поэтому тут это, наверное, не самое критичное значение. Что еще по этой раме? Эта рама продается в двух вариантах, и отличается она только тем, что в Pro комплект у нас идет вот это Meteor LED, так называемая. И в Pro комплекте идет улучшенный их экстеншн модуль, который вот здесь сзади у нас расположен. Сейчас мы до него, может быть, тоже доберемся. И что я хочу сказать. В данном случае у меня имеется их версия Pro. И у меня имеется их полетник, который, в принципе, частично дублирует функции этого самого экстеншн модуля. И в результате я не могу использовать полноценно все функции, которые он дает. Поскольку у меня просто нет необходимого количества свободных UART. А если мы хотим использовать полноценно функции, которые нам даются с экстеншн модулем, а именно там, например, включается подсветка в зависимости от того, какой у нас режим полета, садится ли у нас батарейка, возврат домой и вот это вот все, для того, чтобы он коммуницировал с полетником, нам необходимо иметь свободный UART и напаять этот экстеншн модуль на него. Или же в моем случае я могу не использовать этот экстеншн модуль, я могу просто напрямую эту Meteor LED припаять к моему полетному контроллеру. У него есть специальные выходы для этой самой ленты, именно для метеоровской ленты, которой он будет управлять так, как рассчитано. Но в этом случае вам уже нет смысла покупать этот самый улучшенный бэк. То есть можно купить версию рамы подешевле и отдельно докупить
купить вот эту самую светодиодную ленту. Если вам не нужна светодиодная лента, если вам не нужен Bluetooth, то никакого смысла переплачивать вот эти самые 10 баксов за Pro-комплект у вас нет. Pro-комплект от не Pro-комплект, как я уже сказал, отличается только наличием ленты и улучшенным бэком, в котором есть Bluetooth и в котором есть вот это самое управление LED-лентой. Особо острой необходимости в нем нет, поскольку тот же самый Bluetooth у нас прекрасно заменяется доступом к USB, который у нас выводится на заднюю часть квадрика и позволяет нам настраивать что-то в полетном контроллере, не разбирая его. Это функции как в обычной, так и в Pro, поэтому обычного, как я уже сказал, вполне возможно вам будет достаточно. Следующий модуль, который у нас здесь есть, так называемый модуль, это посадочное место для GPS. То же самое, расположен GPS на хвосте дрона, и это, как я заметил, дает все-таки достаточно большую разницу с тем же самым B35, где у нас все антенны, в том числе антенны O3 и антенны приемника и сам GPS располагались в одном месте, и там испытываю я некоторые проблемы с ловлей спутников. Например, у меня квад может стоять там 7, 10, 12 минут, и спутники я найду там 3-4 штуки. Здесь за несколько минут находится порядка 29-28 спутников. Я ставлю вот сейчас ДВР-ку. То есть то, что мы разнесли наш GPS, наш O3 и вообще всю электронику по разным местам, это плюс данной рамы и плюс достаточно заметный. Вот мы снимаем этот модуль. И у нас есть доступ к GPS. По умолчанию здесь рассчитано, что вы используете GPS в размере вот мини, не нано. Нано здесь будет болтаться, его надо будет как-то придумать, как прикрепить. А GPS в размере мини сюда встает просто вот идеально. Я его ничем не крепил, просто я его туда вставил, и он там прекрасно сидит. Опять-таки, если у нас GPS на коннекторе, опять-таки мы можем вот таким вот образом его легко отсоединить. Не знаю, в каком случае нам придется менять вот так GPS, точно так же, как менять модуль O3. Но по крайней мере, для сборки это опять-таки плюс. То есть мы вытащили провод, мы собрали раму, потом просто подключили, никаких проблем мы не испытываем. Ну и по модульности, наверное, с рамой у нас получается все. Остальное у нас осталось это уже сами дакты и сама основная плата, на которой висит наш полетный контроллер. Ну, давайте, наверное, покажу еще, как у нас это все дело крепится внутри. Для того, чтобы снять дакты, нам требуется открутить, если я правильно помню, 1, 2, 3, 4 вот этих винта. Давайте я их как раз таки и откручу. Основные винты на самом деле все одного размера. Я правильно помню, М2/6. Особо не запутаетесь. Отличаются только 4 винта, на которых держится наш держатель батарейки. Ну и вот так вот это все дело снимается. Да, осталось отключить LED-ленту, которая подключена сюда. Если вы будете паяться на полетник, то у вас, естественно, будут с этим некоторые вопросы. Ну вот мы отключаем LED-ленту, и вот таким вот образом у нас все снимается. Как я уже сказал, по сборке особых вопросов здесь не возникает. Есть у меня здесь некоторый колхоз, но как есть. Крепим полетник, припаиваем моторы, крепим моторы, ставим наш экстеншн модуль. После чего уже просто протягиваем провода, соответственно, для них отверстия, и уже спокойненько закрываем нашу раму. Особых вопросов тут не возникает. И, в принципе, если это будет ваш первый синевуп, который вы планируете собирать, то, возможно, это будет не самый плохой выбор. Опять-таки, напомню, что с тем же самым 35-м их вупом я возился гораздо дольше. Но у 35-го есть другое преимущество. Я его собирал на 6S, и он летает порядка 12 минут в неторопливом темпе. Какой-нибудь осмотр достопримечательностей, он нам дает 12 минут. Вот этот же квадрик примерно летает 5-6 минут, на 4S он у меня собран. Ну и, как я уже сказал, звучит он немножко по-другому. Вот, кстати, два провода у меня здесь, которые остались от управления LED-лентой, поскольку мне их просто некуда здесь припаять. Теоретически я могу эту самую LED-ленту снять с коннектора, просто взять удлинитель провода, припаяться здесь на полетнике, где-то есть места как раз для этой самой ленты, по-моему. То ли вот здесь, то ли вот здесь. Одна для управления через Betaflight, другая для управления через полетник. Но, опять-таки, напоминаю, что если вам не нужна LED-лента, или если у вас вот такой вот полетник, который сам умеет управлять ледами именно с PDB-шными, то тратить дополнительные деньги на приобретение комплекта в виде Pro никакого смысла нет. Что мне не очень, кстати, здесь нравится, то, что вот этот сам
extension модуль у нас здесь достаточно свободно болтается. Он крепится только в момент закрытия рамы. Пока мы раму не закрыли, он никаким образом не закреплен. Ну и вот такой вот странный немножко обзор на эту раму получается. Можно уже, наверное, какие-то подводить итоги по этой раме. Начну с минусов, которые я уже сказал. Быстренько их саморизируем. В минусы я запишу такой вот жестко заданный размер посадочное место под приемник. Не каждый приемник сюда нормально сядет. Лучше бы просто вот этих, наверное, крепежей не было, чтобы у нас было достаточно свободное вот место, где мы могли его размещать на тот же самый двухсторонний скотч. Если ваш приемник попадает сюда по размерам, если, например, у вас ТБС, который точно сюда попадает по размерам, то никаких вопросов у вас с этим делом не будет. Если же у вас ELRS, то все уже зависит от того, кто у вас производитель этого приемника и какие у него габариты. В каком-то случае встанет, в каком-то нет. Но, опять-таки, как вы видели, на двухсторонний скотч прилепить его никаких проблем там внутри не составляет. Второй из минусов, это я все-таки, наверное, назову эти самые дакты, которые остались по-прежнему из жесткого пластика, из абсолютнейшего жесткого пластика, который, как я предполагаю, при ударе может разлететься, что бы они нам не говорили. При этом эти дакты сделаны еще более облегченные, чем на 3,5-дюймовом их квадрике, поэтому у них шансов разлететься гораздо больше. Не могу четко записать это в минусы только рамы, скорее это в минусы сборки, как я уже говорил, рама, моторы, пропы, но тем не менее высокочастотный этот шум, визг, который она издает при взлете, тоже назову минусом. Подбирайте ВМГ, подбирайте пропы, можно этого у вас не будет, но если будет, и если вы собираетесь летать на нем какой-нибудь индор, там, например, снимать какие-то помещения, будьте готовы к тому, что у вас это все будет вам давать по ушам. Дальше переходим уже не к минусам, а к особенностям. Например, на этой раме вы не сможете собрать ни на чем, кроме как I/O в размере 25 на 25. Других посадочных мест у вас здесь нет, да и в принципе высота вам не особо позволяет разместить здесь какой-нибудь полноценный стек, даже если вы, например, напечатаете переходник. Поэтому будьте готовы, что если вы собираетесь что-то делать на этой раме, делать это вам придется на I/O. Опять-таки, если вы берете I/O от тех же самых SpeedyB вот такой вот, то вам не стоит брать раму в комплекте Pro. Если хотите LED-ленту, докупить ее отдельно, иначе у вас будут вот как раз-таки вопросы. Когда функционал в принципе дублируется, но при этом использовать его становится не очень удобно. Теперь пойдем по плюсам этой рамы. За счет своей модульности, как я уже показал, она действительно достаточно легко собирается. И, например, если это ваш первый WUP, если ваш это первый синий WUP, то собирать вам его будет намного проще, чем тот же самый 35-й. Размеры 2,5 дюйма это достаточно компактный квадрик. Да, это накладывает свои ограничения на время полета, но тем не менее квадрик остается достаточно компактным. Еще в минусы, что я забыл добавить, это жестко фиксированное расстояние между O3 модулем и XT30. Не каждая батарейка сюда встанет, как они рассчитывают продольно. Вам придется крепить ее поперек. Ну а если мы будем крепить ее поперек, вам потребуется какой-нибудь удлинительный кабель для того, чтобы вы могли это дело все подключить. Модульность также позволит нам достаточно легко менять компоненты, если нам это потребуется, не разбирая весь квадрик. Но, честно говоря, я не очень часто представляю, что вы будете менять тот же самый модуль видеосистемы, если отбросить шутки по поводу того, что отснял, поменял. Тот же самый GPS, не уверен, что вам потребуется опять-таки менять регулярно. Модульность мы здесь записываем только в качестве удобства сборки. Никаких дополнительных плюшек нам эта модульность не дает. В остальном же эта рама, в принципе, мне понравилась. Может быть, я ее себе оставлю в качестве основного вупчика. Может быть, даже разберу свой 35-й. Ну и, наверное, на этом моменте мне нечего больше добавить про эту раму. Рама достаточно интересная, рама достаточно удобная, подходящая для сборки новичками. Принимайте во внимание те минусы, которые я назвал, принимайте во внимание те особенности, которые я назвал. Ну, если вам интересно какой-нибудь собрать себе теневупчик, то, в принципе, это не самый плохой будет вариант. На этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем счастливо и всем пока.